Привет, дорогие друзья! С вами Ева Рейки. И сегодня я проснулась в просто сказочном дворце в Бахрейне, в Манаме. Ну что, привет, Бахрейн! Очень комфортный, классный, чистый аэропорт. Первое впечатление в Бахрейне просто самые прекрасные. Then go to Bahrain, Babul Bahrain. Oh, what is that? Is the main souk, yani main town. Yes. I will go couple of days. Wingham Grand Hotel, so it's like closer to center. So I will go And from going to this one museum. You visit in India, south or north? Да, вот это уровень. This cruise control, then go. Kalas. No need to anything. Very Just beautiful. go. No stress, no problems. That's Bahrain. You can write very short, yeah? Nice. Невероятная территория отеля. Живут по таким красивым аллеям. Я еду минут 5. Огромнейшая территория просто. То, что я приехала, сейчас 2 часа ночи, добавляет особой романтики, таинственности. Бахрейн уже любовь с первого взгляда. Похоже, весь следующий год я буду говорить не про Доху, а про Манаму. Thank you. Ну что, мне желают good morning, на самом деле у меня еще good evening. Okay, it's already beautiful, I can sleep here. So this is the restaurant. Mr. Kutub was Ah, talking about. okay. It's called Palma. Uh-huh. So as he told, the breakfast timing is last from 11 o'clock. It's better you come before 10:30 because the last order is by then. Of course. Yes. The most busy hour, yeah. Please have a seat. That's the interior, and we have a public pool just in front of it. Ага. You can have a visit in the morning. Так, ну что, мы на гольф-кар едем. Right. Вилла. So how did you find our place? I don't know. I checked actually all hotel in the area, and when I saw this place, So you found it randomly? Wow. There was no doubt. It's my place because I stayed last time in Doha in Chedi Hotel. Maybe you know it's very Yes, similar yes. spirit. I I have think. heard of it now. And I left that hotel with thought like it's the best hotel was in my life. Really. I swear, it absolutely was my spirit. I see here very similar atmosphere. The similar outlet. Very, yeah. So this place you basically see mainly in Ramadan season, like in the fasting season for the Muslims. Uh-huh. We have a big tent and we have a big feast. I've over been there. in Oman exactly in the Right. in that days. Right. Привет, друзья! 3 часа ночи, я в Бахрейне, Манама, отель Раффлс, и у меня здесь целая вилла, и я даже не знаю, как теперь уснуть в этой красоте. Давайте я вам сейчас быстро покажу, потому что это что-то невероятное. Посмотрите на эту территорию. Это все для меня одной.
дух захватывает, правда, особенно вечером. Получается, там гардеробная. Вот там вот спальня, мы с вами только что смотрели. Здесь вход в мою виллу, а это мой бассейн, джакузи. Что-то нереальное. Первый раз останавливаюсь вообще в таком месте. Просто восторг. Сразу вспомнился фильм «Sex and the City». Я сюда вставлю. Кто смотрел этот фильм, вы поймете. Ой, а у меня еще здесь есть еще приемная, смотрите. У меня еще есть здесь приемная для гостей. В общем, завтра сниму при свете дня. Но у меня просто шок от того, где я оказалась, в каком месте. Я предполагала, что это классно на фотографиях. Это было приблизительно так, но вживую это еще круче. Вау. Бахрейн удивил. Все, теперь я буду всех удивлять не Дохой, своими воспоминаниями, а Бахрейном. Повыключала все кондиционеры, попросила второе одеяло, пошла открывать дверь в своем замке, потому что я не знаю, я иду назад, у меня от шока я просто засмеялась во весь голос, потому что я закрывала вот эту дверь в мой номер. Вот эта дверь в мой номер, я повесила там Don't Disturb, понимаете? И когда я повесила Don't Disturb там, я просто была в шоке. Это вообще реально? Это реально вообще? Это вообще возможно? У меня дворец. Чувствую себя как в сказке Аладдина. Ну ладно, 3 часа ночи, завтрак в 10. Надо пойти поспать. Привет, дорогие друзья! С вами Ева Рейки. И сегодня я проснулась в просто сказочном дворце в Бахрейне, в Манаме. И вот эти вот все апартаменты, это огромная вилла. Здесь только я одна. Это невероятно. Мне, когда я бронировала этот отель, это отель Raffles в Бахрейне, Манама. И вот вы, наверное, кто смотрел мои влоги, знает, что я вот это кимоно, ну, такое для меня, оно такая вот европейская абайя, скажем так, я ее покупала в Омане в моей последней поездке. Вот, и сегодня, как ни кстати, очень это здесь подходит. Вот, поэтому вот этот великолепный сад, великолепный бассейн, гостиная, спальня, я вам сейчас все покажу. Это все мое на 3 дня, и это просто невероятно. Когда я бронировала отель, мне сразу вспомнился фильм «Sex and the City». Помните, когда они поехали всей компашкой в Марракеш, их Саманта повезла? Вот у меня было ощущение вчера, когда я зашла в эту виллу, абсолютно такие же. Я пищала, визжала.
кусочек этого визга я обязательно сюда вставлю. Ну, в общем, welcome to vlog из Бахрейна. Это будет очень расслабленный, спокойный, медитативный влог, потому что сама атмосфера этой страны, она, знаете, вот располагает к такой размеренности, спокойности, уравновешенности. И сразу же, как только ты вот выходишь из аэропорта, проходишь по аэропорту, садишься в такси, едешь по этим ухоженным улицам, сразу же ощущение такой стабильности, покоя, оно просто вот наполняет всего тебя. Поэтому сегодня мы с вами в Бахрейне. Погнали! Как вам мой лук в Бахрейне? Вот не захотелось одевать здесь никакие ни джинсы, ни штаны. Вот захотелось только вот это мое платье с, кимоно, можем так сказать. В общем, настолько мне это нравится. Ну и традиционно уже мой комплект белый Диор очень хорошо вписывается в эти арабские страны. Ну а я отправляюсь на завтрак. Вот это вход в виллу, я не знаю, я закрылась на замок, потому что, знаете, ощущение, вот всего лишь одна дверь отделяет меня, эта вся территория одна, я никогда не спала сама в такой огромной территории, и вот видите, вот там вот уже, собственно, моя спальня, там, извиняюсь, не застеленная кровать, ну, в общем, там моя спальня, получается, там ванная комната и гардеробная, здесь гостиная. Вот такое вот невероятное пространство и классная погода. Просто какой кайф, снова босоногая, солнышко, красота. Ну что, пойдем гулять? В 6 утра я проснулась от пения попугайчиков. Вот они везде летают. Боже, ну это сказочно. Я думала, что отель Шеди это что-то было невероятное для меня. А оказывается, Раффлс это еще даже более что-то, знаете, такое трогательное, что такое очень сенситив. Такое нежное место. Ну, это, конечно, восторг. В Шеди разница в том, что там был, конечно, там было море. На самом деле, это уникальный отель. Здесь 78 вилл. Этот отель, комплекс, я бы его даже назвала комплексом, это огромнейшая территория, здесь 78 вилл, построено это в 2003 году, то все очень свежее, все очень новенькое, и смысл вообще этого отеля, у него, по-моему, 2 ключа Мишлен, и уникальность этого отеля в том, что его вся концепция была построена на таком slow living, на ощущение такой медитации, где можно, в общем-то, вырваться из суеты дней и попасть сюда, как будто бы просто в такой райский уголок, где природа, где мир застыл, где нету никакой суеты. Посмотрите, я здесь одна. Восхитительно просто. Первый раз вот иду и снимаю тоже на камеру, потому что невероятно просто. Очень здорово. Я знаю, что есть здесь озеро, здесь есть такой небольшой у них парк-заповедник, здесь какая-то такая фишка этого отеля, что здесь 1 миллион финиковых пальм вот, по всей территории. Вот. Что еще здесь есть? Фламинго. И посмотрите, какие классные сады. А я иду в сторону лобби и ресторана на завтрак. Завтраки, насколько я поняла, не open buffet, а по меню, именно то, что я люблю больше всего. Боже, если бы вы знали, как я это люблю, вот это ощущение жара легкого и влажности. Настолько я это люблю. Вот в Middle East Countries просто обожаю. Ну, посмотрите, какая красота. Восторг. Здесь есть еще машинки, гольф-кары можно вызвать к своей вилле, но мне нравится здесь гулять пешком. Смотрите, какая красота. Немножко, конечно, влажно, но вот это тепло, которое тебя просто окутывает, обнимает,
Оно меня так умиротворяет, просто обожаю. Там ресепшн. А здесь, смотрите, какая милая кофейня с десертами. Просто восторг. А я направляюсь на завтрак. Смотрите, какая красивая униформа у охранника. Самый эстетически нарядный, прекрасный охранник. С туфлями, с заостренными носочками. Классно. Даже охранник в Бахрейне умиротворяюще выглядит. Ресторан «Пальма». Я пришла на завтрак. Просто великолепный ресторан для завтраков. Интересная подача завтрака. Здесь какой-то базовый набор. Я попросила отдельно глютеновый хлеб, ну и хлеб, фрукты. И сейчас я по меню выберу основное блюдо. Ну что, началась сервировка моего завтрака. Здесь масла, джемы, я так понимаю, хумус-соус, фруктовая тарелка, хлебная тарелка, безглютеновый хлеб. И сейчас мне принесут апельсиновый сок и капучино на овсяном молоке. Класс. Уже початые тарелки, прошу прощения, но я должна была вам рассказать, что, конечно же, всегда в арабских странах хумус невероятный. Ну, а здесь он просто восхитительный. И вот эта вот паста, вы знаете, она очень популярна. Там томаты, перец и так далее. А в Турции и в других вообще местах везде я ее не любила. Но первый раз я просто взахлеб ем эту пасту. Настолько она легкая, не острая, деликатная. Ну, в общем, просто класс. А я жду яйца Бенедикт с авокадо семгой, как обычно. Мне уже принесли капучино. Просто сказка. Perfect. Thank you so much. Класс. Салатик, как я просила. Ой, руккола, морковка и огурец. Это прям то, что я люблю в последнее время больше всего. Что-то я как-то подсела на морковку, особенно с хумусом. Конечно же, моя любимая комбинация. Как классно они положили мне здесь совсем немножко соуса. Ну что, приятного аппетита мне. Красота. Что это был великолепный завтрак. Пойдем обследовать дальше территорию отеля. Тут есть бильярд. Да, конечно, великолепное пространство. Чистенький, новенький отель. Сразу мне вспомнилось в Дохе отель Раффлс. И там тоже была, конечно, великолепная атмосфера. Hello. Какие восхитительные цветы, вы просто посмотрите. Сказка. Пахнут.
все девушки, которые мне встретились и в магазине здесь, и на ресепшене, все мне говорят комплименты по поводу моей такой вот накидки, абайи, скажем так. Я говорю, я ее купила в Омане. Вот, они говорят, что прям вот напоминает, такое нежно напоминает Диор. Я говорю, действительно, наверное, подсознательно я взяла, потому что мне очень нравится этот принт. Смотрите, какая красота. И действительно очень классно. Он шелковый, но при этом от кондиционера очень так хорошо защищает. В общем, мне местные девушки сделали комплимент. Вдвойне приятнее от местных девушек получать комплименты. Вот, потому что мы с ними говорили, делали комплименты их нарядом, а не мне. Потому что девушка была такой в черной абайе, но очень стильный, такой был классный крой, такой жакетик, потом такая длинная юбка спадающая. Вот я говорю, а моя вот из Омана, шелковая. Класс. Когда вижу эти чаны, сразу вспоминаю отель Шеди. Помните, там факелы были? Я оставлю здесь вот ссылочку, вы посмотрите это видео. Какой здесь красивый Дастархан. Я так понимаю, что здесь какая-то свадьба будет сегодня. Или какой-то ивент. Очень красиво. Ну что, я тут уже известный человек. Все говорят, мисс Эва. Потому что это тот, кто приехал в 3 часа ночи, попросил второе одеяло. Потом я пыталась заснуть и не могла заснуть под этот шум этого фонтана. Это, конечно, классно, но в 3 часа ночи, когда у тебя вот такая взбудораженная психика после перелета, спать постоянно шум воды с непривычки очень сложно. Потом в 6 утра начались попугаи. Поэтому в 3 часа ночи я попросила отключить фонтан. Так, ну что, я нашла все. Вот, значит, вот эти вот шпаги и вилла 607, мой ориентир перед этим фонтаном. Thank you. Они мне показали направление, а то без них я бы еще блуждала. Да, все, вот у меня самая private, самая отдаленная вилла. Они говорят, что будет тише всего. Класс, эти голуби, попугайчики. Не знаю, вы слышите эту тишину? Тараторию от перевозбуждения, от счастья, потому что просто восторг. Я думала, что нет второго такого места, как отель The Shady. Нашлось. Ну что, я вернулась в свои хоромы. Они там мне немножечко приврали, я вижу. И накрыли мне стол, как я просила. Какая красота. Ой, супер. И на двоих. Ну, я, конечно, одна, но все равно очень классно. Спасибо, Raffles. Все очень круто. Ой, какая красота. Спасибо, Raffles. Действительно удивительный сервис. Удивительно чисто, удивительно красиво, восхитительно. И удачно убрали мою спальню. Всем покажу, как выглядит моя спальня. Вот с таким вот видом на бассейн. Сделала себе через Шазам их музыку, которая у них Raffles играет на приветствие. Я нашла ее, подключила. Тут очень классная звуковая система, был все класс. Меня здесь все убрали, почистили, привели просто в идеальный вид, снова мою территорию. Фрукты, кофе. Ну что, пойдем? Красота. 4 o'clock, tea time. Заварила ромашковый чай. После ночного перелета чувствую небольшую усталость, такое напряжение. Решила побаловать себя чашечкой чая. Такое слегка такая довольная, сонная, релаксная моська.
Тут, кстати, чай Мелес, который я всегда пью дома. Это так удивительно ромашковый. И вы знаете, я нахожусь вот в своем номере, если можно так назвать, в своей вилле, да, в отеле Raffles. И, вы знаете, это просто какой-то вот прям дежавю, потому что это ровно, нет, получается, весной, это полгода назад уже, когда я была в отеле The Shady. Я вот здесь вот оставлю ссылочку, посмотрите обязательно это видео. И как я там ходила, как мне было хорошо в этом отеле. И вы представляете, вот эта вилла, это номер, это просто вот такая мини-копия, мини-версия отеля The Shady. То есть это, знаете, я вот думала, где я еще в мире смогу найти, в какой стране такое место, умиротворение. Здесь абсолютная тишина, нету людей, только птички, а там весь был такой отель. А здесь такая вся моя вилла и вся территория отеля. То есть и ты здесь вообще не пересекаешься с людьми, кроме как на завтраке. И все. В общем, если вы будете в Бахрейне, то, мне кажется, даже ради этого отеля, ради этого места, мне кажется, стоит просто прилететь, чтобы здесь остановиться. Посмотрите на эту красоту. То есть такой вот эскейп, когда нужно остановиться, просто подумать, побыть с собой, найти какой-то внутренний, знаете, голос такой, услышать его, почувствовать себя, дать чему-то новому внутри зарядиться. Особенно вот у меня, получается, прошел уже месяц, 1,5 месяца с моего дня рождения, и была большая такая внутренняя перестройка, я прямо ее чувствовала, трансформация, и мне просто было нужно вот такое вот место, такой день-два, просто вот побыть наедине с собой, почувствовать эту тишину. Знаете, вот здесь звучит тишина, так же, как в отеле Shady, просто звук тишины. Птички, попугайчики и тишина. То есть просто даже ради этого отеля стоит приехать в Бахрейн. Просто послушайте эту тишину. Невероятно. Тот покой, который здесь чувствуешь, я желаю, чтобы каждый в этом мире находил этот душевный покой и равновесие, вот такой, какой, собственно, здесь это место просто усиливает твой внутренний покой, внутреннее равновесие. Глаза заспанные, но я часок немножко повалялась, у меня был ночной перелет, я заснула только в 4, проснулась в 9, поэтому немножко такое состояние. Смотрите, какой кайф. И это все мое на целых 2 дня. Вы только посмотрите, что на территории моего отеля. Невероятно! Фламинго! Какой правильный момент перед закатом. Вы посмотрите, какие красавцы. Восторг просто. Вот огромная вся территория отеля. Тут, видимо, они достраивают какой-то ресторан. И здесь вот прудик в конце с таким вот невероятным красивым видом на горы и фламинго. Смотрите, как зелено. Вот тебе и пустыня. Боже, какая красота! Просто восторг. Смотрите, какая тут звезда классная. Ой, черепаха сидит, вы представляете, в зуме увидела. Обалдеть. Что-то там жует. Одна из главных достопримечательностей Бахрейна – это Бахрейн Wildlife Park. И вы знаете, я вот, когда приехала в этот отель, сразу поняла, что, мне кажется, я никуда не буду отсюда выезжать. Я вот просто целый день пробуду здесь в отеле и даже не поеду ни на Tree of Life, это дерево, которое в пустыне растет, древнее.
Это есть Wild Park, там, где всякие тоже фламинго. Но, вы знаете, у меня здесь, в моем отеле Раффлс, просто мини-версия этого парка. У меня здесь все, у меня здесь бамбук, у меня здесь пальмы. Просто невозможно. Фламинго, черепаха. В общем, зелень цветет все вокруг. Погода, вы знаете, вот получается конец ноября, это просто невероятно. Сейчас где-то 25-26 градусов, 27, наверное. Такой теплый, приятный ветерок. Ну, в общем, это правда восхитительно. Поэтому резюме такое: если вы приезжаете в Бахрейн, то просто остановиться в отеле Раффлс будет вполне достаточно, чтобы закрыть большинство ваших впечатлений. Мне кажется, это самое ближайшее, как я могла видеть фламинго в своей жизни. У нас они тоже есть в Бодруме, но здесь они очень близко. У них такие розовые лапки, такой этот розовый цвет. Вы посмотрите, вот он такой прям кислотно-розовый, такой красивый. Просто они тут остатки солнышка, видите, солнце уже закат, и они вот здесь ловят в этом уголочке остатки солнышка. Ну, очень красивые. Yeah. Ну что, вечер. Принесли мой ужин. Great, perfect. It's something left from morning. You can take it. Yeah, thank you. Уже зажглись огоньки вечерние. Красота. Сейчас буду ужинать. Буквально 2 часа назад было жарко. Я была, ну, как бы 27 градусов, а сейчас за буквально час. Сейчас всего 5 часов вечера. Полная темнота и такая прохлада идет. Хорошо, что взяла с собой много всяких утепленных одежды, потому что действительно такой холод, он прям пробирает. Заказала чикен бульон и seafood plate. Сейчас посмотрим, что мне принесли, как мне там красиво оформляют. Ева Рейки Travel. Ева Рейки Travel. I think you'll write it. It's more better. Ой, красота. Сейчас мне красиво засервируют, подадут. Ну вот, даже решила не идти в ресторан, а поужинать у себя здесь в номере. Thank you so much. Yeah, waiting for you. Thank you so much. New subscriber to my channel. Не хочется никуда отсюда не выходить, никакие ни достопримечательности, ни ресторанов никаких. Просто вот хочется оставаться здесь, и даже какое-то вот такое самочувствие, знаете, что вот просто вот лежать здесь, находиться, дышать этой тишиной. И самое прекрасное, что вот у них на самом деле in-room dining гораздо шире меню, чем... О, принесли мне всяких майонезов, кетчупов, какие-то соусы. Yeah, coming.
here Ah, you have before soup perfect. platter. Very good. Perfect. Wonderful. And here's the light chicken soup. Uh-huh. Shall I pour for you? Yes, please. Yeah. Okay. It's hot, yeah? Yeah, Hot. of course. Thank you. Wonderful. Vegetables and chicken. Perfect. Right, this is Wonderful. Ah, great. Thank you so much. and this is the tomato sauce. Ah, basmati yeah. sauce. I asked them to make Yeah. me some options. Yeah. Perfect. Thank you so anything much. else? Yes. Thank you so much. Please subscribe. Yeah. You said I never say subscribe. Thank you. It's perfect. Yeah. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure. Ну, просто великолепный ужин. Chicken soup. Рис простой я заказала. Класс. Куриный супчик, бульончик я съела быстрее, чем можно было ожидать. Сейчас буду пробовать сифуд. Вроде еще тепленькое. Вот этот соус классный. Я как попросила легкий, просто лимон, так понимаю, оливковое масло. Прям очень-очень легкий. Ну что, красота. Ну что, мне кажется, очень достойно. Омар, креветки, рыба, овощи на гриле, лучок и соус. Красота. Ну что, спасибо тебе, Бахрейн, спасибо тебе, Манама. Лежу вот здесь вот в пижамке, в халатике, укрылась полотенечком и просто кайфую от того, что такие места на этой планете существуют. Просто до слез. Ну что, друзья, с таким прекрасным видом. Спасибо тебе, Бахрейн. Это было действительно прекрасно. И этот отель настолько самодостаточный, с таким вот видом. Там вот молодой месяц, видите, виднеется. Ой, как показать, видите, он. Луна, месяц. Вы знаете, вот этот отель, он просто самодостаточен. Вот просто этот отель, он и есть весь Бахрейн, и вся Манама, этот кайф, этот воздух, эта приятная влажность, эти птички, элегантность, вежливые люди. Это очень приятно. На этой трогательной ноте, потому что я буквально до слез, потому что я лежу и понимаю, что впервые в жизни я на такой огромной территории одна, такой вот вилле. Ладно, на камеру не буду плакать. Но правда, это было просто до слез, потому что это очень-очень красиво. Сложно поверить, что такие места на Земле существуют. Очень красиво. Расплакалась от красоты, от того, как тут красиво. Не могу успокоиться. Так красиво, что до слез. Просто посмотрите. Посмотрите, как красиво. Очень красиво. Сейчас новолуние. Спасибо Бахрейну за эти впечатления, за этот уровень сервиса, за то, как может быть красиво, и за то, как может по-другому ощущаться реальность. Правда. Этот отель, этот концепт, и то, как они здесь все сделали, это просто захватывает дух, и просто до слез. Так вот. Можно плакать от красоты, не только природы, а еще то, что сделал человек своими руками. Вот. В общем, я уже готовлюсь ко сну. Лежу тут на шезлонге. Смотрю на мой прекрасный вид напоследок. Вот. Спасибо, что были в этом влоге. С вами была Ева. И желаю вам, чтобы у вас тоже были такие трогательные моменты в жизни, чтобы вы видели красоту вокруг. И вам попадались эти моменты чаще и чаще. Вот. С вами была Ева. До встречи в новых влогах. Пока. Пока. Из Манамы, из Бахрейна. Пока.
Thank you so much. Купила себе в магазинчике маленькие аксессуары для паспорта или карт-холдера. Там очень красивые такие изделия, фирменные Raffles. Иду, прощаюсь с отелем. Хочу зайти к Фламинго, посмотреть, как они там перед сном. И, знаете, я вот весь год думала про Шеди, хотел, как мне было отель, как мне было там хорошо в Омане. И вот меня вселенная привела сюда снова. Вот так вот неожиданно я в Бахрейне, кто бы мог подумать. И вы знаете, я вот думаю, что многие люди, наоборот, им нужен шум, городской шум, машины, вот какой-то движняк, и их психика там чувствует себя хорошо. А для меня, наоборот, я в таких местах чувствую себя очень уставшей, и для суперчувствительных людей это, наоборот, целая проблема. Вот, поэтому, в принципе, мир-то и был создан таким, когда есть звук воды, когда есть звук пения птиц, когда есть просто тишина. Ты слышишь только природу. И в этом есть огромное успокоение и баланс. И, наверное, поэтому в таких отелях я чувствую себя так, как никогда и нигде не чувствовала. Поэтому так и стремилась снова к такому месту. И кто бы мог подумать, что я найду такое место в Бахрейне. Даже в Бодруме, можно сказать, но в Бодруме я не могу найти такой прям пустоты. Все равно везде люди, везде какой-то движ, поэтому это прям очень-очень-очень ценно. Вот. Поэтому кого-то наполняет шум, а мне, как высокочувствительному человеку, мне очень-очень-очень помогает такая тишина. О, а я пришла к Фламинго. Вот будем их искать. А они тут пасутся. Смотрите, видите, на том же месте. Вернулась на это озеро, в этот сад вечером. И хочу заснять фламинго, посмотреть на них. Как они тут вечером. Ой, боже, звуки природы, полнейшая тишина. Невероятно. Спасибо тебе, Raffles. Спасибо тебе, Бахрейн. Пока. Dates Farm? Wow, beautiful. So locals, they like dates, yeah? Yes. Very, the most famous dessert. When we are I'm from India. We are go country. We are buy from here. Mm-hmm. Yeah, me too. Always buy. Very good roads. Beautiful. Also, this is different category also. Mm-hmm. The most good one, very expensive also, very cheap also.